Харе Кришна, дорогие вайшнавы! Мы рады приветствовать вас на канале Министерства Вайшнави. С вами Наталья, меня зовут Наталья, очень приятно. Я буду переводить эту лекцию по Шримад Бхагаватам, стих 1.1.2, который прочитает его милость Партха прабху. Партха прабху – ученик его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Вместе со своей супругой они входят в команду Grihastha Vision и дают семинары по отношениям, а также наставнические тренинги по всему миру. Харе Кришна, дорогие вайшнавы! Сейчас мы рады приветствовать вас на канале Министерства. Я выключу звук. Вот так. Они проводят эксклюзивные добрачные тренинги для пар, обучая их необходимым навыкам и правильному умонастроению для брака. У них 3 детей и 6 внуков. Они живут в доме, который стоит среди лесов и гор Шаранагати. Шаранагати-дхамы – это в Канаде, недалеко от Ванкувера. Я передаю слово Партхе прабху, а сама я выключу свое изображение, чтобы сконцентрироваться на его лекции. Dear Partha Prabhu, I give the word to you now. Hare Krishna. Okay. Спасибо. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharma Pujita Kaitavota Paramo Nirmatsaranam Satam. Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam Tapatrayano Mulanam Shrimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Va Paririshvara Sadyo Hrid Avarujate Trakirti Vishushushubit Takshanat. So Natasha, if you'd like to read the word for word translation and first 3 paragraphs. Yes. Пословный перевод. Дарма – религиозность. Проджиджита – полностью отвергнув. Кайтаваха – покрытые стремлением к наслаждению плодами. Атра – здесь. Парамаха – высочайшая. Нирматсаранам – теми, чьи сердца совершенно чисты. Сатам – преданными. Ведьям – постигаемая. Ваставам – настоящая. Атра – здесь. Васту – сущность. Шивадам – благополучие. Тапатрая – тройственные страдания. Унмуланам – искореняя. Шримад – прекрасная. Бхагавате – Бхагавата Пурана. Махамуни – великий мудрец Вьясадева. Крите – заставил. Ким – зачем. Ва – нужны. Парайги – другие. Ишвараха – Верховный Господь. Садьяха – сразу. Хриди – в сердце. Аварудьяте – становится заключенным. Атра – здесь. Критибхи – благочестивыми людьми. Шушрушубхи – благодаря углублению. Таткшанат – незамедлительно. Перевод его Божественной милости Аче Бхактивиданта Шрилы Прабхупады, полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Комментарий Шрилы Прабхупады. 4 основных элемента религии – это благочестивая деятельность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и, наконец, освобождение из материального рабства. Жизнь без религии – это жизнь дикаря.
Собственно, человеческая жизнь начинается с религии. Еда, сон, страх и совокупление – 4 принципа животной жизни, которым следуют и животные, и люди. Но религия является особым видом деятельности, который свойственен только человеку. Без нее человеческая жизнь ничуть не лучше животной. Поэтому в каждом человеческом обществе есть та или иная форма религии, которая, исходя из вечных взаимоотношений человека с Богом, ведет человека к самоосознанию. На низших ступенях человеческой цивилизации постоянно идет борьба за господство над материальной природой, или, иначе говоря, непрекращающееся соперничество за удовлетворение своих чувств. Движимый таким сознанием человек обращается к религии. Преследуя материальные цели, он совершает благочестивые действия или религиозные обряды. Но если материальных целей можно достичь иными способами, то так называемую религию забывают. Таково положение дел в современной цивилизации. Преуспевая экономически, люди теперь не слишком интересуются религией. Церкви, мечети и храмы практически пустуют. Людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры, чем культовые здания, воздвигнутые их предками. Это на практике доказывает, что к религии обращаются ради экономической выгоды, которая нужна для удовлетворения чувств. Нередко случается, что тот, кто потерпел неудачу в погоне за чувственными наслаждениями, начинает задумываться о спасении и пытается слиться с Верховным Господом. Все эти состояния, таким образом, всего лишь различные виды удовлетворения чувств. Веды предписывают правила и ограничения, регулирующие 4 вышеупомянутых вида деятельности. Соблюдение их дает возможность избежать ненужного соперничества в удовлетворении чувств. Но Шримад Бхагаватам трансцендентен к любой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это полностью трансцендентное произведение не могут понять только чистые преданные Господа, которые трансцендентны к борьбе за удовлетворение чувств. В материальном мире не прекращается жестокое соперничество между животными, людьми, общинами, нациями, но преданные Господа выше этого. Они не соперничают с материалистами, так как стоят на пути, ведущем обратно к Богу, к вечной и блаженной жизни. Такие трансценденталисты независимы и чисты сердцем. В материальном мире все завидуют друг другу, поэтому возникает соперничество. Но трансцендентные преданные Господа не только свободны от материальной зависти, но и желают всем добра, стараясь создать богоцентрическое общество, в котором не будет места соперничеству. Современная социалистическая концепция общества без конкуренции искусственна, так как в социалистическом государстве идет борьба за пост диктатора. С точки зрения вед и с точки зрения обычной человеческой деятельности основой материальной жизни является удовлетворение чувств. В ведах указывается 3 пути. Первый предполагает кармическую деятельность ради достижения лучших планет. Второй – поклонение различным полубогам, чтобы подняться на их планеты. Третий – осознание абсолютной истины, ее безличного аспекта и слияние с ней. Prabhu, I have read 3 paragraphs, the first 3 paragraphs. Shall I read the verse again? Please. Yeah. Итак, я прочитала первые 3 абзаца, которые мы будем обсуждать. Сейчас я еще раз прочту стих. «Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзий. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Yes. Nama on Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swama Nitanavane, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pacharane, Nirvasesha Sunyavadi, Pashtacha Desha Tarane, Omagana Timarandasha, Jananjanan Shalakaya, Chakshurum Militam Jena, Tazmai Shri Gurave Namaha,
Mukam karoti vachalam pangam langayate girin yat kripatam aham vande shigurum dinataranam. So from this verse and purport, I would like to discuss 2 points. Итак, из этого стиха и этого комментария я бы хотел обсудить два пункта, два момента. One is the qualification for understanding this absolute highest truth. Первое – это квалификация для понимания этой абсолютной высшей истины. And the second is the point of how this highest truth and knowledge is meant for the welfare of all. И второе, как эти высшие истина и высшее знание могут помочь благосостоянию всего общества в целом, благополучию всего общества в целом. So in the English word for word, Srila Prabhupada translates Nirmat Saranam. Итак, в английской версии Нирмат Саранам Шрила Прабхупада переводит как as being 100% pure in heart. Как пребывание стопроцентной чистоты в сердце. So that's quite a very high, uncompromising standard of qualification. Конечно, это очень высокий, бескомпромиссный стандарт. So in the beginning of the Shrimad Bhagavatam, we're hearing the absolute principles of spiritual life. В самом начале Шримад Бхагаватама мы уже слышим очень высокие принципы духовной жизни. And that may sound a little overwhelming. Конечно, возможно, это звучит немного переполняет эмоциями. So we may wonder, well, how can I understand anything about Krishna consciousness because my heart is still not pure? И мы задаемся вопросом, как же вообще что-то понять о сознании Кришны, когда сердце не настолько чисто. And reading that, we could feel hopeless. Возможно, даже иногда мы можем испытывать чувство беспомощности и безнадежности. But if we read the full Shrimad Bhagavatam, но если мы прочтем весь Шримад Бхагаватам, we'll see there's also very different points of view. Мы также увидим, что в нем находятся разные точки зрения. Such as there's one verse, akamo sarva kamava moksha karma udaradi tirena bhakti yogena yajeta purusham param. So this verse describes that whether you have all material desires or you have no desires. Итак, есть, например, еще вот этот стих, это шлока, который только что произнес прабху, который переводится как «даже если есть все материальные желания», or even if you want liberation, или даже если мы хотим все материальные какие-то вещи или какие-то материальные желания у нас есть, или даже если мы хотим полного освобождения, it says by all means you should worship the personality of Godhead. В любом случае необходимо всеми возможными способами поклоняться Верховной Личности Бога. So that may seem like a contradiction or a paradox. Возможно, это покажется некоторым парадоксом. We have this word in English, it's called an enigma. I don't know if you have that in Russian. В английском языке есть слово «энигма». So enigma means there's some hidden meaning in that contradiction. Это слово означает, что есть какое-то скрытое значение в этом парадоксе. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was one time asked a question. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такуру спросили, that sometimes we see in the Shastras and sometimes even in the writings and the teachings of the Acharyas, что иногда мы замечаем в шастрах или иногда мы замечаем в писаниях или учениях великих учителей, there appears to be contradictory statements.
замечаем несколько противоречащие друг другу замечания или какие-то утверждения. And the question is, why are these contradictions there if this is absolute knowledge? И вопрос заключается в том, как же получается, что есть эти противоречия, если мы говорим об абсолютном знании. And the reply of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур ответил, was that on the material platform, these things appear to be contradictory. что на материальной платформе эти вещи кажутся противоречивыми. But on the liberated platform, there is no contradiction. Но на платформе освобождения нет никаких противоречий, Because it is absolute knowledge. потому что это абсолютное знание. And he said something very interesting. Он также добавил очень интересную вещь. And he said that these contradictions are there Он сказал, что да, есть эти противоречия in the Shastra and in the instructions of the Acharyas. и в шастрах, и в наставлениях ачарьев. He said to protect the sanctity of the Shastra. И заключается это в том, что необходимо охранять и защищать sanctity or sanity? Sanctity, the sacredness. Okay, the sanctity. Священность Писания. So that's a very, very deep statement. Это очень глубокое изречение, утверждение. So we could try to understand that. What does that mean to protect the sanctity of the Shastra? Итак, мы можем задаться вопросом, что же это значит сохранить и обезопасить святость или священность Писаний, шастр. So we understand that Maya Devi, she is a pure devotee of Krishna. Мы понимаем, что Майя Деви является чистой преданной Господа. Actually, when Krishna descended to this material world, на самом деле, когда Кришна не спустился в этот материальный мир, just prior to his descending, немного до его появления, he was asking his different expansions and devotees to also appear. Он также просил много своих разных экспансий и преданных также не спуститься вместе с ним. And he asked Maya Devi that you come to this world. И он также попросил Майю Деви тоже не спуститься в материальный мир. And you appear in the womb of Devaki, and I want you to transfer to the womb of Rohini. И также попросил появиться в лоне Деваки и потом переместиться в лон Рахини. And she said, I've never heard of such a thing. I don't think that's possible. Но она сказала, я что-то никогда об этом не слышала, о таких вещах. Мне кажется, это невозможно. And Krishna told her, no, you descend and you think of me and it will become possible. Но Кришна сказал, нет, ты все-таки, пожалуйста, тоже появись в материальном мире и сделай, как я сказал, и тогда увидишь, что все случится как надо. So Srila Prabhupada, he described that how Maya Devi, she acts within two ways within this world. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорит, как Майя Деви действует в материальном мире по двум направлениям. He said, for those who are sincere, she will act to bring them closer to Krishna. Он говорит, что тем, кто искренен, она будет относиться так, чтобы подвести их ближе к Кришне. And for those who are insincere or envious, she will act in such a way to separate them from Krishna. А тем, кто завистлив и не искренен, она, наоборот, будет уводить их дальше и дальше от Кришны. So we can consider that even within Srila Prabhupada's books, Krishna is none different than his books. На самом деле мы видим, что даже во всех книгах Шрилы Прабхупады Кришна на самом деле не делим, скажем, он и все книги Шрилы Прабхупады тождественны Кришне. Krishna is fully present in Srila Prabhupada's books. Кришна полностью представлен во всех книгах Шрилы Прабхупады. And all Krishna's energies are fully invested in Srila Prabhupada's books.
И все энергии Кришны также полностью вложены во все творения Шрилы Прабхупады, во все его книги. So if we consider some of these seemingly contradictory statements, Итак, если мы опять же разберем вот эти несколько противоречивые утверждения, we might read in Bhagavad Gita how women are less intelligent. мы, например, можем в Бхагавад-гите заметить утверждение, что женщины несколько менее умны, нежели мужчины. But at the same time, we will also read in the chapter The Opulence of the Absolute. Но мы также можем прочитать в главе, which chapter was it? Number? Opulence of the Absolute. В главе величия Абсолюта мы также можем прочесть. Krishna says, amongst women, I am intelligence. Кришна говорит, что среди женщин я являюсь разумом. So that's another 100% contradiction. То есть, опять же, это еще одно стопроцентное противоречие. Women are unintelligent, women are intelligent. С одной стороны, женщины неразумны, с другой стороны, разумны. You have to be 100% pure to understand Bhagavatam. Необходимо быть 100% чистым для того, чтобы понимать Бхагаватам. But you will also read how anyone who reads Bhagavatam becomes gradually purified. Но при этом каждый, кто прочитает Шримад Бхагаватам, постепенно очищается. You also read how family life can be a deep, dark well. Также мы можем прочитать, что супружеская жизнь может быть глубоким колодцем, темным глубоким колодцем. And you will also read how Grihastha life is an ashram for making spiritual advancement. Но при этом мы также видим, что Грихастха ашрам, супружеская жизнь, может быть прекрасным ашрамом для духовного роста. So again, all these statements are there. Поэтому есть в Писаниях все эти утверждения. And so part of the key to understanding this is this understanding that's stated in this verse that the knowledge is meant for the welfare of all. Поэтому одним из главных ключей к пониманию того, что здесь написано, является то, что нам необходимо понимать, что все это знание нам дается для благополучия всего общества в целом. How can I use this knowledge to help myself feel encouraged and advanced? Как я могу использовать это знание для себя самого, для того, чтобы вдохновиться? And how can I use this knowledge to help others advance? И также вырасти духовно, и как я могу использовать это знание для того, чтобы вдохновить окружающих и помочь им расти. And if that is our mood, then Krishna's energies will help us become closer to Krishna. В таком настроении, конечно, энергии Кришны помогут нам приблизиться к Нему. On the other hand, if I take these statements, с другой стороны, если я рассмотрю эти утверждения, and I take any knowledge from Srila Prabhupada's books, и возьму любое знание из книг Шрилы Прабхупады, and I use that knowledge to pass judgment upon others, но буду использовать его для того, чтобы критиковать окружающих. I see this is just a fallen Grihastha. Ну, например, это вообще падшие грехасты. He's this devotee's like a karmi. Эти преданные. Material desires. Эти преданные все равно, что карме, у них одни только материальные желания. This is just unintelligent women. Это неразумные женщины. If we use that knowledge to pass judgment on others, итак, если мы будем использовать это знание для того, чтобы критиковать окружающих, then we miss the point of how this knowledge is meant. Всего общества в целом. And we see how from the practical example in Srila Prabhupada's life, мы видим на примере жизни Шрилы Прабхупады,
he was so encouraging to everyone. Мы можем принять его пример, в принципе, взять его жизнь в качестве хорошего примера того, как он, например, сам всегда подбадривал и вдохновлял и воодушевлял окружающих. Sometimes Prabhupada, he would use some of these statements which seemed very negative towards women or grihastas to somehow encourage sannyasis to be a little firm in their determination in their ashram. Да, действительно, иногда Шрила Прабхупада использовал очень строгие, очень такие, может быть, немного сильные даже такие изречения в сторону женщины или, например, грихаста ашрама, то есть супружеской жизни, но тогда эти изречения использовались для того, чтобы подбодрить саньяси придерживаться жизни саньяси. And you would see Prabhupada also sometimes he would be very encouraging to grihastas. Но в то же время Шрила Прабхупада также очень вдохновлял и воодушевлял самих грихаст. Srila Prabhupada one time he gave some Lakshmi, some money to one of my godbrothers. Однажды Шрила Прабхупада дал Лакшми деньги одному из моих духовных братьев. And my godbrother said, "Oh, Srila Prabhupada, I cannot take money from you. I cannot take money from my guru." И тогда мой духовный брат сказал: «О, Шрила Прабхупада, я не могу принять это от вас, я не могу принять деньги от своего духовного учителя». Actually, Srila Prabhupada, originally he said, "This is some money for your child. I want you to buy something for your child." Но на самом деле изначально Шрила Прабхупада давал ему деньги, говоря, что это деньги для твоего ребенка, я хочу, чтобы ты приобрел что-то для своего ребенка. And the godbrother said, "No, I cannot take money from you, Srila Prabhupada." Но тогда мой духовный брат сказал: «Нет, Шрила Прабхупада, я не могу принять деньги от вас». And Srila Prabhupada said, "No, it's not for you, it's for your child." Но Шрила Прабхупада сказал: «Да это же не для тебя, а для твоего ребенка». So Srila Prabhupada was very encouraging. Поэтому Шрила Прабхупада действительно очень подбадривал и вдохновлял своих учеников. We heard an interesting story from our god sister Jamuna. Есть очень интересная история от моей духовной сестры Ямуны, деви. She was in India with Srila Prabhupada. Она была в Индии вместе со Шрилой Прабхупадой. Srila Prabhupada was going somewhere in a car with some sannyasis. И Шрила Прабхупада поехал куда-то на машине вместе с саньяси. And Prabhupada asked Jamuna and her husband Gurudas to come. Шрила Прабхупада пригласил Ямуну и ее мужа Гурудаса поехать вместе с ним. So Prabhupada's in the front with the driver of the car, one sannyasi. Итак, Шрила Прабхупада сел на переднее сиденье вместе с водителем, который тоже был саньяси. And Jamuna and Gurudas and one or two other sannyasis are crammed in the back of the car. А Ямуна, Гурудас и еще пара других саньяси потеснились и залезли на заднее сиденье автомобиля. And so they're driving, and Srila Prabhupada turned and looked at Jamuna. Итак, во время их поездки Шрила Прабхупада повернулся и обратил взгляд на Ямуну. And he had just quoted Chanakya Pandit. И процитировал Чанакья Пандита. Of how women are less intelligent. В этой цитате говорилось о том, что женщины менее разумны. And he turned and looked at Jamuna and said, "Isn't that true, Jamuna?" И он повернулся, посмотрел на Ямуну и сказал: «Не правда ли, Ямуна?» And Mother Jamuna was such a submissive disciple. She said, "Yes, Srila Prabhupada, yes, women are less intelligent." Но Матаджи Ямуна была очень преданной, очень скромной. Она сказала: «Конечно, да, Шрила Прабхупада, женщины менее разумны». And Srila Prabhupada said, "No." He said, "You are not less intelligent. You are not a woman." Но Шрила Прабхупада тогда сказал: «Нет, ты не менее разумный, ты вообще не женщина». He said, "You are a Vaishnava." Потому что ты вайшнави. So you see how Srila Prabhupada, he saw everything from this liberated platform. Как вы видите, Шрила Прабхупада видел все со своей платформы освобождения. And he saw how to engage everyone in Krishna's service. Он также видел, как занять каждого в служении Кришны. And encourage them to advance. И вдохновлял, воодушевлял всех расти.
So being pure at heart means that we understand that our goal is to become pure at heart. Итак, чистое сердце в нашем случае– это понимание того, что нам необходимо очистить сердце. And to understand this important point of seeing what's the welfare of everyone. И также понимание того, в чем заключается польза и знание, которое может обеспечить благополучием все общество. How can we utilize the knowledge that we have learned from Srila Prabhupada's books? Как мы можем использовать то знание, которое мы получаем из книг Шрилы Прабхупады, to encourage others to feel enthused about Krishna consciousness? Чтобы вдохновить, воодушевить окружающих, чтобы они почувствовали энтузиазм по отношению к сознанию Кришны. As opposed to utilizing the knowledge to judge others, to criticize others, to give myself a false sense of advancement. Вместо того, чтобы использовать это знание для того, чтобы критиковать окружающих и использовать это знание для в собственных каких-то корыстных целях, для собственного корыстного роста, например. I think just see that devotee there. He doesn't observe nirjala ekadasi. Ну, предположим, разберем один пример. Вот преданный не соблюдает полностью нирджала экадаши. That he's not advanced. Ну что, он тогда не возвышенный, не преданный. I'm advanced because I do nirjala ekadasi. Ну, а я возвышенный, преданный, потому что я соблюдаю нирджала экадаши. So we can judge others in so many ways. Мы можем критиковать окружающих разными совершенно способами. That's completely contrary to Srila Prabhupada's his mood. Но, конечно, это противоречит настроению Шрилы Прабхупады. I see one of my god brothers who very much has imbibed Srila Prabhupada's mood. Я вижу, как мои братья that they took the Srila Prabhupada's mood. Understand this principle of encouraging others. It's breaking a little bit. Can you sorry. please repeat it again? Our god brother Vaisheshika, he has this mood of using Prabhupada's instructions to encourage others. Как я вижу, вот, например, на примере своих духовных братьев, как они используют знания, полученные от Шрилы Прабхупады, для того, чтобы вдохновлять окружающих. Например, мой духовный брат Вайшишика, он как раз использует знания, полученные от Шрилы Прабхупады, для этого. He's very expert at creating programs to give devotees a taste for distributing Srila Prabhupada's books. Он настоящий эксперт по созданию программ, пробуждающих вкус к прочтению книг Шрилы Прабхупады. He gets devotees to go out on the weekend. Он вдохновляет преданных выходить в выходные дни. So some devotees will distribute books. Кто-то распространяет книги. And some are shy, they'll just do kirtan. А кто-то воспевает киртан. And some are even too shy to do kirtan, or they'll distribute prasadam. Итак, кто-то занимается распространением книг, кто-то, кто менее отважный, занимается киртаном, ну а кто-то, кто совсем стесняется, раздает прасад. But what happens is the devotees doing kirtan and the devotees distributing prasadam. Но что происходит, когда те преданные, которые занимаются воспеванием киртана и распространением прасада, they see the devotees distributing books are actually having a lot of fun. Замечают, что те преданные, которые распространяют книги, на самом деле отлично проводят время. And they think, well, maybe I'll try that too. И думают, ну, пожалуй, и я попробую тоже пораспространять книги. And then there's some devotees back at the temple cooking a feast for all the devotees that went out. А также остаются те преданные в храме, которые готовят пир для тех, кто вышел на санкиртану, такую общую программу. And maybe they were too shy to go out.
Может быть, они вообще настолько стеснялись, что даже не смогли пойти вообще на улицу ни за каким служением и остались на кухне. And the end of the day, all the devotees come back from the Sankirtan. Но в конце концов все возвращаются в храм после дня Санкиртаны. And the devotees who cook, they think, well, these devotees are so happy. Maybe I'll go out next week. И те, кто остался в храме и готовил пир, замечают, насколько вдохновлены и воодушевлены те преданные, которые были на Санкиртане, думают, может быть, в следующий раз и я пойду на Санкиртану. So it's a very organic, loving kind of encouragement. Поэтому это очень органичное, полное любви вдохновение. So the opposite would be, if I say to you, Prabhu, you're not going on book distribution, you are in Maya. И совершенно, конечно, другим эффектом было бы то, если бы я сказал, о, Прабху, вы не пошли на Санкиртану, вы не занимаетесь распространением книг, вы в Майе. So if I were to try to motivate you like that, you would probably want to go out less. Если бы я попробовал смотивировать вас таким образом, вы бы наверняка гораздо меньше ходили бы вообще на Санкиртан. So again, it's very important to understand this mood of understanding Srila Prabhupada's books to actually encourage others. Поэтому очень важно, конечно, понимать настроение Шрилы Прабхупады, вдохновлять, воодушевлять других. And to sincerely want people to get a taste for Krishna consciousness. И иметь искреннее желание подарить вкус к изучению книг Шрилы Прабхупады и познанию. On the spiritual platform, this relationship with Krishna, with the devotees, in the mood of love, it's very selfless. Конечно, на духовной платформе это настроение вдохновлять и развивать отношения с преданными абсолютно лишено какого-либо эгоизма. It's the opposite of material consciousness. Такое настроение абсолютно противоположно материалистичному сознанию. I mean, the living entity is ananda mayo bhyasat, pleasure seeking. На самом деле все живые существа, конечно, ищут удовлетворение, наслаждение. But we're looking in the wrong way. Но мы ищем его не там, где нужно. That I'm thinking, I want happiness. I just want everything. Мы думаем, я хочу обрести счастье, я хочу всего вообще, что только можно. That doesn't actually bring real happiness. Но на самом деле это не приносит настоящего счастья. We read how the gopis, they loved Krishna and they wanted to go associate with Krishna, not because they wanted pleasure. Как мы видим, как мы читаем в книгах, что гопи хотели прийти к Кришне и получить какое-то общение с Кришной не потому, что они хотели получить какое-то собственное удовольствие. But rather, they wanted to give pleasure to Krishna. Но на самом деле они хотели доставить удовольствие Кришне. Irregardless of their pleasure. Независимо от собственного удовольствия. And it's described that Krishna, seeing their selfless love, и говорится, что Кришна видел их абсолютно лишенную эгоизма любовь, самоотреченную любовь. Prabhupada described he would impose pleasure upon them. И Шрила Прабхупада описывает, как Кришна, скажем, наделял их, что ли, вот этим удовольствием. And it's also described how... Да, не наделял, даже навязывал, спасибо, навязывал им это удовольствие. It's also described how the gopis, they would make arrangements for Radharani to associate with Krishna. И еще описано, как гопи организовывали, например, встречи Радхи и Кришны. Because they want to give pleasure to Radha and Krishna. Потому что они хотели доставить удовольствие Радхи и Кришне. And seeing Radha and Krishna having pleasure together, когда они видели, что Рада и Кришна испытывают удовольствие, the gopis felt more pleasure seeing that than when they directly associated with Krishna.
они сами испытывали гораздо больше удовольствия, видя это, нежели от собственного личного общения с Кришной. And similarly, sometimes Radharani, she would make arrangements for the gopis to associate with Krishna. И таким же образом и сама Шримати Радхарани тоже организовывала встречи гопи с Кришной. And she would feel a greater pleasure seeing that than her directly being with Krishna. И испытывала гораздо больше удовольствия от того, что видела такие встречи и то, как общались гопи с Кришной, нежели от собственного общения с ним. So that's the nature of the spiritual energy. В этом и заключается природа духовной энергии. That we want to come closer to Krishna. Что мы хотим приблизиться к Кришне. And we want to bring others closer to Krishna. И также приблизить других к Кришне. And we want to understand this knowledge of Bhagavad Gita and Шримад Бхагаватам. Мы хотим понять это знание Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Like every verse and every purport. Как в каждом стихе, в каждом комментарии. We can think, what can I take from this? Как описано в каждом стихе и в каждом комментарии, можем задуматься, что я могу вынести из этого, That will help me come even a little closer to Krishna. Что я могу взять отсюда так, чтобы я смог приблизиться хоть немного к Кришне. And what can I take from this knowledge that will help me enable others also to come a little closer to Krishna? И что из полученного знания поможет мне привести других людей ближе к Кришне. And then in that way, we're striving for this paramo nirmat saranam satam. We're striving for this pure heart, this attitude of just purely wanting to please Krishna and please Krishna devotees. Благодаря такому настроению служения Кришне и его чистым преданным, мы можем очистить свое собственное сердце. For the welfare of all. Во благо всех окружающих. So Шримад Бхагаватам is such a wonderful literature. Шрила Прабхупада составил великолепную литературу. And I hope we have the opportunity to discuss Bhagavatam with you more. Я надеюсь, что у нас будет возможность обсудить Шримад Бхагаватам с вами еще больше. So if anyone has any questions, I would take some questions now. Да, и сейчас я готов ответить на ваши вопросы. А вопросов у нас на самом деле довольно много, насколько я понимаю. Yes, we have many questions actually, and I'm going to read them now. Just a second. I will open them. So, okay, questions from Gauranga. Hare Krishna, my obeisances. I have the following question. Who is the author of Sri Brahma Samhita? Because Brahma himself talks only in verses 5.29 to 5.56. Итак, вопрос от Гауранги. У меня вопрос такой. Кто является автором Шри Брахма Самхиты? Потому что Брахма начинает говорить только в стихах 5.29 с 5.29 по 5.50. If possible, I'd like to take questions, if there's questions relevant to the subject matter. Окей. Да, оставим этот вопрос на потом, потому что сейчас мы хотим обсудить вопросы по теме. Okay, there is another one. Hare Krishna, thank you for this lecture, glories to Srila Prabhupada. From the point of view of service to Srila Prabhupada's mission, what is better? To choose a spouse with whom it will be easier to serve Krishna, or the one who your senses are excited about? Итак, вопрос от Людмилы. С точки зрения служения Шриле Прабхупаде, его миссии, что лучше, выбрать партнера по жизни, мужа или жену, с которым легче служить Кришне, или того, который, возбуждает чувства, что ли, так. It's very important in marriage that you want to have common values. Конечно, очень важно, чтобы у вас были какие-то общие ценности. And not just pick a spouse on the basis of bodily attraction or that kind of physical excitement.
Конечно, не следует выбирать мужа или жену с точки зрения исключительно физического привлечения, да, то есть физической привлекательности, скажем. I was very fortunate. I met my wife in 1971 in high school. Мне очень повезло. Я встретился со своей женой в 1971 году в институте или, And, ну, или в институте, или в старших классах школы, как-то так. and we wanted spiritual life, but we had no idea what that looked like. И мы оба стремились к духовной жизни, но тогда у нас абсолютно не было понимания, что это такое, как оно выглядит. But we knew that we did not want ordinary materialistic life. Но мы хотя бы точно были уверены в том, что мы не хотим простой материалистичной жизни. So we got married a few days before she graduated. Поэтому мы поженились буквально за несколько дней до ее выпуска из вуза. And as soon as she graduated, we left on a spiritual quest. И как только она закончила учебное заведение, мы сразу отправились в духовное путешествие, такой квест. Which resulted in us eventually finding Srila Prabhupada's books in 1973. Которая закончилась в итоге тем, что в 1973 году мы встретились с книгами Шрилы Прабхупады, мы нашли книги Шрилы Прабхупады. And coming to Krishna consciousness. И присоединились к движению сознания Кришны. So having that similar set of values was very helpful for our marriage. Поэтому то, что у нас был определенный набор общих ценностей, очень помогло нам в нашем союзе. So it's very important that to have that common set of values. Поэтому очень важно, чтобы был общий набор ценностей. And in terms of the absolute truth, что касается абсолютной истины, we understand how Srila Prabhupada had said there's some truth within all religions. Мы понимаем, что Шрила Прабхупада говорил, что в каждой религии есть определенная истина. That of becoming a loving servant of God. И она заключается в том, что каждый должен стать любящим слугой Бога. So even sometimes there can be interreligious marriages. Поэтому иногда могут быть даже какие-то межрелигиозные браки. But if there's a mutual respect, но если внутри брака супруги уважают друг друга, взаимно уважают друг друга, of understanding that you're both on the path of trying to purify your hearts, если оба понимают, что оба находятся на пути очищения сердца, and acquiring this knowledge for the welfare of everyone. И если каждый запрашивает и стремится к получению знания во благо всех окружающих, then that is a very fertile ground for a healthy marriage. То это очень плодородная почва для здорового брака. But as you're saying that if one just picks a spouse on the basis of some physical excitement, но если, как вы говорите, например, кто-то подбирает себе супругу только исходя из какой-то привлекательности, that's only one very small part of the picture. То это очень маленькая часть, на самом деле, большой картины. So I would suggest you, we have a book available in Russian called Heart and Soul Connection. Поэтому я предлагаю вам прочесть книгу, которая уже переведена на русский язык. Она называется «Связь сердца и души». Подозреваю, что так она называется, но если нет, мне сейчас помогут и скажут, как она правильно называется, как ее правильно перевели. You can get that through philosophical books. Эту книгу издает философская книга, издательство «Философская книга». So take next question. Мы перейдем к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос is from Valentina. The next question is from Valentina. Hare Krishna obeisances to Parampara. So happy to see you, Shriman Partha Prabhu. Could you tell us who Srila Prabhupada was keeping Pandava Nirjala Ekadashi and how his disciples observed it?
I think not who, but how Srila Prabhupada was keeping. Probably not who, but how Srila Prabhupada was keeping Pandava Nirjala Ekadashi and how his disciples observed it. And is it really true that if you dry fast on Nirjala Ekadashi, then all the blessings of other Ekadashi days come to you, even if you fail to observe them? Satsura Maharaj, one time, he gave a very nice explanation of that. Sorry, come again? Sorry. One of our godbrothers, Satsura Maharaj, one time, he gave an explanation. Однажды один из моих духовных братьев, Сатсваруп Махарадж, дал очень хорошее объяснение Of these kind of benedictions. о вот таких так называемых такой пользы, скажем, Нирджала Экадаши, That are available on days like Pandava Nirjala Ekadasi. Ну вот как, например, Пандава Нирджала Экадаши или да, So there's благословение. Большое спасибо, благословение. There's great benefit from observing Ekadasi, any Ekadasi. Итак, в любом случае, любой пост Экадаши приносит великое благо и очень полезен. Srila Prabhupada, he wanted devotees to be active and to preach. Но Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы его ученики всегда были активными и проповедовали. So he would tell devotees that if you need to take Ekadasi Prasadam to continue your preaching work, then by all means eat Ekadasi Prasadam on Ekadasi. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил, что если вы хотите поесть экадышного прасада в день Экадыши для того, чтобы продолжать свою проповедь, то, пожалуйста, делайте так, ешьте. So for Vaishnavas in the Gaudiya Sampradaya, in Srila Prabhupada's mission, our most important austerity is becoming Krishna conscious and giving that to others. Поэтому Шрила Прабхупады в нашей Гаудия Сампрадае, в нашей общине самое главное – это проповедь and giving to others, right? Yes, Krishna, yes. Да, и проповедь, и доставление, скажем, сознания Кришны другим, то есть проповедное сознание Кришны другим. So if fasting makes you stronger, then by all means you should fast. Поэтому, если пост укрепляет вас, то, конечно, поститесь. But if fasting makes you weaker and impedes your service, then maybe you should take Ekadasi Prasadam. Если же, наоборот, пост делает вас слабее и какие-то, в общем, мешает, скажем так, вашей проповеди, то тогда, конечно, ешьте экадышный прасад. And Satsura Maharaj gave this example. He said these special Ekadasis, it's something like sometimes in the store, you have some big store and they have a big sale on. Everything's 50% off on this day. Сатсваруп Махарадж хороший пример привел, когда мы говорили о Пандава Нирджала Экадаши или подобных днях. Он сказал, что, предположим, вот вы заходите в большой магазин, и там какая-то специальная акция проходит. Например, 50% скидка на все. But he said, if your father owns the store, но он также сказал, что если владелец этого магазина ваш отец, you might not rush to the store when they have a 50% sale off. Возможно, вы не побежите со всех ног в этот магазин, когда в нем объявят 50% скидку на все. So, as Vaishnavas, we're not so much interested in getting benefits for ourselves. Поэтому в качестве вайшнавов мы не настолько сильно заинтересованы в получении какой-то пользы для себя самих. Really, as a Vaishnava, we're interested in getting empowerment to help others. Мы скорее больше заинтересованы в том, чтобы приобрести какие-то силы и вдохновения для того, чтобы вдохновлять и наделять силами окружающих. And strength and knowledge to serve others. И силы и знания для того, чтобы служить окружающим. So if performing Nirjala Ekadasi gives us that strength and empowerment to become better at distributing Krishna consciousness,
Поэтому если соблюдение поста Нирджала Экадаши наделяет нас силами, и вдохновением для того, чтобы воодушевлять, вдохновлять и, наделять силами окружающих, то, then by all means we should do that. конечно, мы должны следовать этому посту, всеми возможными способами. So take one more question. Yeah, one more question is, все остальные, когда преданные им не следуют, не очень понятно. Так. Так. There are no more questions. Okay. There are no more questions. I thought there were more questions, but no, there are no more questions. So I think we're just about supposed to end at 10 o'clock my time, so it's almost 10 o'clock. So I'll thank you all very much. Превосходно. Мы как раз должны были закончить в 10 часов по моему времени, соответственно, в 8 часов по нашему времени, по московскому. Поэтому я благодарю вас. Большое спасибо. Did you start this program because of the quarantine? Вы начали эту программу из-за того, что объявили карантин? Это уже мой вопрос вам. So the answer is yes. Как кто тут ответит? Из-за этого мы начали или нет? So Мне нужна поддержка ваша, да? Yes. okay. So I pray that when the quarantine's over, you continue reading Шримад Бхагаватам together. Да, поэтому я молюсь, что после того, как этот карантин закончится, мы продолжим читать Шримад Бхагаватам вместе. Я очень на это надеюсь. And I pray that you all may have good health and strength, and Krishna blesses you with all advancement in Krishna consciousness to purify your hearts and to help others come closer to Krishna. И я молюсь, чтобы каждый из вас обрел силу и был здоров для того, чтобы служить Кришне, очищать сердце и служить окружающим, передавать им сознание Кришны и вдохновлять их. And I thank you very much. Огромное спасибо. And I hope I can see you again sometime soon. Надеюсь, что мы скоро с вами снова увидимся. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Bol.